Всем привет, на связи Денис, и в этом видео я покажу, как настроить сайдчейн с помощью плагина FabFilter Pro C2. Специально для этого видео я сделал небольшую заготовочку. Здесь у нас бас и ударные, все они выходят на каналы микшера. Звук поступает на микшер сверху, проходит через всю цепочку обработки на канале и выходит снизу, а потом направляется туда, куда направлен вот этот вот проводочек, в данном случае на мастер. Вот каждый канал выходит на мастер. Для того, чтобы сделать сайдчейн компрессию, например, баса от кика, мы должны направить этот управляющий сигнал от кика на канал баса. Для этого вот здесь щелкаем по галочке и убираем громкость на 0. Чтобы звук сюда не поступал, но поступал управляющий сигнал по боковой цепи. Это и есть вот такая боковая цепь для канала с басом. Сайдчейн — это и есть боковая цепь по-английски. Теперь вешаем сюда FabFilter Pro C2. Это сторонний плагин, и, естественно, он должен быть у вас установлен, чтобы этот способ сработал. Чем хорош именно этот сторонний плагин, в отличие от встроенного Fruity Limiter, с помощью которого можно сделать сайдчейн? Тем, что здесь есть дополнительная возможность срезать лишние частоты с управляющего сигнала. Ну, давайте по порядку. Нажимаем на шестеренку, чтобы проникнуть в настройки этого плагина. И переходим на вторую вкладку «Процессинг». Здесь нам необходимо в окошке Stereo Sidechain нажать правой кнопкой и указать Kick. В данном случае он здесь один, но если будет несколько посылов управляющих сигналов на наш канал, можно будет выбрать, какой из них будет слушать конкретно данный компрессор. Возвращаемся обратно в интерфейс и открываем область Sidechain внизу. Здесь нам необходимо указать, что мы будем принимать внешний управляющий сигнал. Нажимаем Next. И вот как раз та самая возможность срезать лишние частоты с управляющего сигнала. Просто включаем эти точки. Обратите внимание, что они включаются чуть выше, то есть не по самой точке надо нажать, а по вот этой кнопке включения. Не забываем убрать авто здесь, чтобы громкость не восстанавливалась после сжатия. Конечно, вы можете поэкспериментировать, вы можете ее и оставить, но в большинстве случаев это не нужно. И попытаемся настроить компрессию с помощью ручки Threshold и ручки Release. Это две наши основные ручки. Да, чуть не забыл. Конечно же, Ratio нам лучше поставить максимальное, чтобы лучше слышать нашу компрессию, чтобы она сжимала максимально. Алгоритм вот здесь именно в случае кика и баса лучше выбрать панч для более глубокой и быстрой компрессии. Но в зависимости от материала вы можете пробовать разные алгоритмы, какой-то из них сработает лучше. Вот мы видим количество сжатия. С помощью вот этой красной линии оно здесь обозначается. Давайте я утрирую сжатие, опустив порог ниже. Чем ниже мы его опускаем, тем больше будет сжатие, поскольку компрессор начнет срабатывать раньше. Теперь мы еще более явно слышим, как кик прорезается сквозь бас и делает его тише в те моменты, когда играет. Следующий момент — это ручка релиз. Мы видим, когда идет двойной кик, вот в этом моменте не успевает восстанавливаться громкость между ударами. И для этого нам надо немножко опустить релиз, сделать его короче. Вот, теперь он успевает восстановиться. И, собственно, в этом моменте проще всего понять, для чего нам нужен был вот этот срез низких частот.
Давайте уберем его. И мы видим, что здесь у нас не успевает восстановиться полностью релиз. Ну, в данном случае это не так наглядно. А если вот, допустим, выбрать алгоритм BAS, то мы видим, что слишком долго восстанавливается релиз. И даже если мы сделаем его минимальным, мы не можем сделать этот релиз короче. А срез низких частот с управляющего сигнала позволяет сделать управляющий сигнал как бы тоньше, да, превратить его из кика в щелчок. И тем самым мы можем сделать релиз еще короче. Ну, конечно, все равно в верхней части он медленно восстанавливается. Но, поверьте, вам поможет эта возможность сделать релиз тоньше в тех ситуациях, где это необходимо. Вернемся к алгоритму Punch. Вот, таким образом мы сделали максимально тонкий вырез. И, пожалуй, threshold я немножечко верну назад, потому что все-таки это довольно сильное сжатие. Порядка минус 10 дБ будет вполне достаточно. И, пожалуй, на этом все. Ставь лайк этому видео, поделись им с друзьями, если оно было полезным. И не забудьте подписаться на канал.